Всем привет! Меня зовут Андрей, и я хочу рассказать вам про небольшой, но насыщенный авиационный музей «Аэропарк». Музей расположен в Будапештском аэропорту имени Ференца Листа. Годом основания музея принято считать 1989, когда советская армия, уходя из Венгрии, передала первый экспонат – самолет Ил-14. На сегодняшний день в музее 12 летательных аппаратов. Есть сувенирный магазин и кафе. Давайте окинем взглядом экспозицию аэропарка по состоянию на 2019 год. Благодаря гостеприимному директору и сотрудникам музея мне удалось подробно осмотреть экспонаты изнутри. Музей очень удачно расположен, прямо под глиссадой аэропорта. Охренеть! Самый старый самолет в экспозиции – транспортный Ли-2Т. Ли-2 – это лицензионная копия довоенного американского самолета Douglas DC-3, переделанный под советские ГОСТы, двигатели и оборудование. Самолет построен в Ташкенте в 1952 году, служил в Венгерской народной армии. Затем передан Венгерскому национальному авиаперевозчику Малев и работал грузовиком. Самолет исторический. На нем в 1963 году вернули из Франции прах первого президента Венгрии Михая Каройи. Внутри для съемок фильма позже был воссоздан пассажирский салон 40-х годов. Следует добавить, что единственный на данный момент в мире летающий Ли-2 также принадлежал Малеву, но сейчас это частный самолет. Ил-14 – это ближнемагистральный самолет, разработанный в конце 40-х годов. Военно-транспортный Ил-14Т, первый экспонат музея, служил в ВВС советской южной группы войск. В 2010 году восстановлен и покрашен в цвета авиакомпании Малев. Самолет частично в рабочем состоянии. В ночь музеев у него запускали двигатель. Турбовинтовой самолет Ил-18 разработан в 50-е годы в КБ Ильюшина. Ил-18В с собственным именем Аладар служил в Малев сначала как пассажирский самолет, а затем как грузовой. В основном он перевозил суточных цыплят в страны Ближнего Востока и Северной Африки. В музее покрашен в оригинальные цвета 60-х годов. Как и в большинстве Ил-18, пластик на его штурвалах рассыпался, но сотрудники музея восстановили их с помощью специально изготовленной формы. Так как в салоне отсутствует кресло, удалось разместить там огромную витрину с историческими артефактами. Но в музее два самолета Ил-18. Второй, Ил-18В, Геза, эксплуатировался до 1988 года, когда пожар двигателя приковал его к земле. Самолет передали в учебную мастерскую центра Малев. В 2006 году самолет стал не нужен, его собрались распилить. Авиационная общественность вместе с сотрудниками музея смогли отбить уже разграбленный самолет. Интерьер самолета, как видите, требует серьезной реставрации. Обычных посетителей внутрь не пускают, поэтому мои кадры эксклюзивные. Вообще, парных самолетов в музее несколько. Например, Ан-2. Первый, Ан-2М, изготовлен в Долгопрудном для венгерской сельхозавиации
где и прослужил почти 26 лет. Второй – транспортно-пассажирский Ан-2ТП, более поздний, построен в Польше. В 2000 году из самолета сделали детский зал Макдональдса в Будапеште. Спустя 14 лет, когда самолет обветшал, его собрались распилить. Сотрудники музея забрали его к себе и отреставрировали. Внутри от интерьера Макдональдса сохранились только гранитные столики. Также музей располагает двумя Як-40. Это самолеты местных линий, производившиеся в Саратове. Первый выпущен в 1974 году. До 1996 года летал в компании Lineair, венгерской региональной авиалинии. В 2001 году передан в музей. Внутри идеально сохранившийся салон на 21 пассажира. Кабина также в прекрасном состоянии. Второй Як-40 – бывший калибровщик. На нем было установлено бортовое контрольное оборудование. Вертолет Ми-2, построенный в Польше в 1979 году, служил в Венгерской национальной службе скорой помощи. В 1994 году перегнан в Будапешт для капитального ремонта, который так и не начался из-за отсутствия денег. Зато экспозиция музея пополнилась своим единственным вертолетом. Самый свежий экспонат музея – чешский Л-410 турболет, выпущенный в 1991 году. Самолет службы инспекции полетов. В музей попал совсем недавно, в 2015 году. А вот перед нами знаменитый ближнемагистральный лайнер Туполева Ту-134. Это четвертый Ту-134, переданный Малеву с Харьковского авиазавода в 1969 году. Три его предшественника были потеряны в авариях и катастрофах. А музейный самолет успешно пролетал до списания в 1987 году. Внутри сохранился салон на 68 пассажиров и детская люлька на багажной полке. Легендарный полтинник Ту-154. Пришлось немного подождать, пока салон очистится от школьников. Этот Ту-154Б в 1975 году прибыл с завода в Куйбышеве и стал пятым самолетом этого типа в компании Малев. В 1983 году число мест в самолете сократили со 154 до 143 с добавлением одного ряда кресел комфорт-класса. Последний полет совершил в 1992 году, затем был передан в музей. Для обычных посетителей вход в кабину перекрыт стеклянной дверью, но для нас ее открыли. Еще один Ту-154, благодаря поддержке руководства музея, стал участником уникальной акции. Этот самолет пролетал 20 лет, с 1973 по 1993 год, после чего был оставлен в аэропорту Ференце-Листа как тренажер для спасателей. В 2018 году к 50-летию Ту-154 и 45-летию начала венгерской службы Ту-154 самолет покрасили в исходную ливрею Malef Airlines. Самое удивительное, что на самолет даже вернули двигатели. После этого самолет выставили на перроне аэропорта. Некоторое время он даже был причален к телетрапу среди современных лайнеров. Это было очень красиво. Вот так венгры сохраняют нашу авиационную историю, в то время как у нас в России с этим большие проблемы. До новых встреч. Берегите себя.